Всем привет! Вы на канале Планета Земля, и сегодня мы поговорим о лиственнице. Так что мы знаем о самой распространенной породе деревьев на планете, в том числе и в России? Как всегда, на помощь спешит Википедия. Итак, лиственница – род древесных растений семейства сосновые, одна из наиболее распространенных пород хвойных деревьев. Насчитывается порядка 20 видов, наиболее популярные среди которых лиственница сибирская, американская и европейская. Как можно понять из названий, виды этих характеризуются в зависимости от региональной принадлежности. Где увидели, там и назвали. В природе лиственница встречается почти в любой местности и может образовывать целые лиственничные леса. На наших российских лесных просторах известно 4 породы лиственницы. Из них на Урале произрастают 3. Это европейская, сибирская, амурская и польская или западная лиственница. Лиственницу можно встретить в Сибири, в Приморье, на Дальнем Востоке, в Карпатах. Отдельные представители встречаются по всему миру. В России более 250 миллиарда гектаров лиственницы. Простой пример. Чтобы понимать масштаб распространения этого дерева, на территории, на которой произрастает лиственница в России, могут расположиться 5 таких государств, как Франция. Выдерживая даже самые тяжелые морозы за полярным кругом, лиственница способна произрастать в довольно обедненных почвах. Дерево может достигать 45 метров в высоту и до 1,5 метра в диаметре. Форма кроны лиственницы зависит от того, в какой местности и в каких условиях дерево произрастает. Раскидистые и кучерявые, тонколистые и высокие. Эти деревья радуют глаз по всему земному шару. Существует несколько версий происхождения латинского названия лиственницы. Одна версия утверждает, что слово произошло от слова «ларидум», что фактически означает «жир». Действительно, богатая смолами лиственница блестит на солнце, словно намазанная жиром. По другой версии, латинское слово происходит от кельтского «лар», что означает «обильный». Судя по всему, речь также идет о смоле. Свое русское имя лиственница получила, скорее всего, от того, что иголки дерева напоминают свернутые в трубочку листья. И третья версия мне нравится больше. В среднем дерево лиственницы живет около 300-400 лет, но встречаются экземпляры, которым уже более 800 лет. Лиственница – это очень высокое дерево, 30 метров высоты для них не предел, но бывают и 50-метровые деревья, при толщине ствола до 2 метров. Лиственница – крайне светолюбивое дерево. В благоприятных условиях растет быстро. До 20-летнего возраста способна прибавлять в год до 1 метра. Лиственница устойчива к весенним заморозкам, очень устойчива и к низким зимним температурам. На севере это дерево выдерживает температуры ниже минус 70. А еще лиственница – единственное хвойное дерево, которое скидывает хвою, иголки, на зиму, подобно лиственным деревьям. Благодаря довольно редким и тонким иголкам, лиственницу часто принимают за высохшую ель. В лиственничной роще всегда светло и ясно. Редкое зрелище – это цветение лиственницы. На хвойных деревьях расцветают крошечные розы. Это лиственничные шишки. Своей красотой на время они преображают угрюмый и неприступный лес. Неудивительно, что в древние времена лиственницы были предметом поклонения. Эти деревья были священными для многих народов. Лиственница помогала обрести душевное спокойствие. Могучие крепкие стволы лиственницы становились героями эпосов и даже перевоплощались в древних богов. Для других народов лиственница считалась магическим деревом и использовалась шаманами в церемониях и обрядах, как и можжевельник. В Бурятии к духу лиственницы приходили с молитвой, просили, чтобы в семье появились дети. Древесина лиственницы твердая, упругая, прочная, смолистая. По твердости дерева лишь немного уступает дубу. Растение имеет высокие показатели по сжатию вдоль волокон, модулю упругости, ударному и статическому изгибах и скалыванию. Обладает повышенной устойчивостью к гниению, имеет приятный золотистый окрас и красивую текстуру. Лиственница, так же как и дуб, стойка к влияниям окружающей природной среды. Так, например, она прекрасно переносит воду и высокую влажность. Ее плотность с высыханием древесины повышается настолько, что в нее невозможно забить гвоздь, а из старых лиственничных досок забитые гвозди уже невозможно вынуть, так как рвется металл гвоздя. Вот такой вот круговорот гвоздей в породе. Все, что сделано из лиственницы, сделано на века. Наглядным тому примером служит Венеция, выстроенная на сваях из сибирской лиственницы. Благодаря прочности и долговечности лиственничная древесина широко используется, от строительных работ до химической промышленности. Обычно срубленный лес доставляют до места заготовки, сплавляя по рекам. Но несмотря на то, что лиственница является самым популярным деревом, все же на лиственницу приходится крайне ничтожный объем лесозаготовок. Вся причина в том, что свежесрубленная лиственница очень плотная, и поэтому спустя несколько минут она начинает тонуть. Именно из-за своей плотности и смолистости древесина лиственницы очень сложно обрабатывается и быстро тупит инструмент. Лиственница не окисляет железо, и поэтому лиственничные шпалы держатся более 20 лет, тогда как сосновые только 4 года. Костыли, забитые в шпалы, окисляют и разрушают их. Эти качества привели лиственницу в сельхозмашиностроение, вагоностроение,
машиностроения, авиастроения, строительства. Из ее древесины получают также камень, применяемую как клей, целлюлозу и спирт, а из хвои ценное эфирное масло. Особую ценность представляет кора дерева. Она содержит много танина. Да, из лиственницы можно изготовить даже искусственный шелк. Хвою лиственницы можно использовать для салатов и диетического питания. В народной медицине хвою лиственницы использовали как компонент для множества лекарств от разных заболеваний. Лиственничную губку применяют в качестве кровоостанавливающего и слабительного. Эфирное масло из лиственницы используют для изготовления мазей, пластырей, а в чистом виде оно эффективно как наружное средство при ревматизме, подагре, невралгии и многих других человеческих болячек. Гриб-трутовик, собранный со ствола лиственницы, очень ценный и полезный продукт. Римляне дали этому грибу название белый агарикус и высоко ценили его за разнообразные свойства. Гриб можно использовать как натуральное мыло. Из него добывают агарициновую кислоту, ценный компонент медицинских препаратов. Смола лиственницы обладает обеззараживающими и бактерицидными свойствами. Кроме того, живица лиственницы богата витаминами. В годы войны ее жевали, чтобы избежать авитаминоза. Скипидар из лиственницы используют для лечения болей и растяжений. Из отходов производства лиственницы изготавливают витаминную муку для животных. А из гриба трутовика изготавливают не только натуральное мыло, но и добывают красно-коричневую краску. В промышленных масштабах краску добывают из коры. А необычные шишки, похожие на розы, часто используют во флористике. Один из самых известных велотреков в мире находится в Москве. Он был построен к Олимпиаде 1980 года. Советские строители создали первый в мире закрытый трек. И как вы уже догадались, материалом для создания трека послужила именно лиственница. Чтобы предотвратить повреждение кромок досок при падении велосипедистов, было принято решение распиливать доски таким образом, чтобы годовые слои были наклонены под углом 45 градусов. Результат решения можно наблюдать и по сей день. А ученые доказали, что предметы из сибирской лиственницы сохраняют свою естественную способность очищать воздух от вредных веществ. Более того, эта древесина содержит фитонциды, которые помогают человеку справиться с простудными заболеваниями. Также фитонциды способны снижать артериальное давление, что рекомендовано людям с повышенным давлением. Кстати, ветви у лиственницы очень хрупкие, так что на дерево лучше не залазить. Вот такие интересные факты и не факты для вас о самой обыкновенной лиственнице, к которой мы все привыкли и совершенно не обращаем внимания в нашей повседневной суете. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.